Когда партия «Зеленых» вошла в правительство Германии, казалось, все идет по плану. Общество устало от ископаемого топлива, климатические марши собирали толпы, а политики обещали зеленое будущее уже в ближайшие годы. Вместо угля – солнце, вместо газа – ветер, атомная энергетика полностью под запретом. Но спустя пару лет стало ясно – реальность не совпадает с мечтой, инфраструктура не справляется, резервных мощностей не хватает, а новые системы запускаются медленно и нестабильно. Счета на электричество у простых семей выросли на десятки процентов, промышленные гиганты начали сворачивать производство или переводить его за границу. Как отмечают эксперты в области энергетики, Германия попыталась перепрыгнуть сразу в завтрашний день, не обеспечив надежный переходной мост. Решающим моментом стал отказ от атомных станций. Это решение объяснялось заботой о безопасности, но, по словам специалистов, было принято под давлением эмоций и политики. Без атома страна оказалась зависима от импорта и, как следствие, от внешних рисков. Внутри энергетической отрасли все чаще стали говорить, что шаги «Зеленых» были сделаны слишком резко. Без тестирования, без резервных сценариев, без четкого понимания последствий. Красивая риторика не выдержала столкновения с реальной экономикой. Но кто допустил эти ошибки и почему до сих пор никто не ответил? На высоком уровне никто открыто не говорит о провале, но внутри политических кругов тревожное напряжение. По данным источников, близких к экспертному совету при Министерстве экономики, главной ошибкой стало слепое следование стратегиям, разработанным еще до энергетического шока. Климатическая модель Германии не учитывала рост мировых цен, обострение геополитики и падение поставок. Они строили новую систему, как будто мир не изменился, но мир изменился и радикально. Все, что планировали «Зеленые», оказалось уязвимым, а в критический момент и вовсе не работающим. Бывшие чиновники, оставшиеся в тени, признают, никто не хотел брать на себя политическую ответственность. Каждое новое решение – попытка заткнуть дыру в системе, а не стратегический курс. На этом фоне резко усиливается голос Фридриха Мерца. Он предлагает пересмотр курса, использовать атом как стабилизатор, вернуть газ в балансе, уголь временно, пока не появятся реальные альтернативы. Это вызывает бурную критику у «Зеленых», но уже несколько влиятельных экономистов назвали такую модель технологически реалистичной и экономически защищенной. Внутри правящей коалиции все чаще происходят конфликты. По словам инсайдеров, обсуждаются сценарии по корректировке всей стратегии. В закрытых кабинетах уже идут расчеты, как быстро можно вернуть часть выведенных мощностей и сколько это будет стоить бюджету. Ошибку никто до сих пор не признал, но решения Мерца все чаще выглядят как реальный выход. Причем не на бумаге, а на уровне цифр, прогнозов и работающих моделей. А теперь самое интересное. В немецкой политике нечасто появляются фигуры, которые сразу начинают сравнивать с прежними канцлерами. Но с приходом Мерца такие сравнения звучат все громче, особенно с Ангелой Меркель. Меркель выстраивала долгосрочные конструкции, делала ставку на стабильность и избегала открытых углов. Она была мастером компромисса даже тогда, когда требовалось быстрое решение. Даже критики признавали, у нее была своя логика, медленно, но уверенно. Мерц совершенно другой стиль, он действует быстро, говорит жестко, не прячет позицию за дипломатией. Для одних это вызывает тревогу, для других, наконец-то, долгожданная определенность. Как говорят источники в экономических кругах, Мерца особенно ценят за то, что он не теряет время на многолетнее согласование. Если система буксует, он берет инициативу и меняет правила. Это то, что бизнес давно ждал. Особенно технологический сектор, уставший от бесконечной бюрократии. Ключевая разница в контексте. Меркель управляла в эпоху относительного спокойствия. Мерц пришел на фоне кризисов энергетических, социальных, стратегических, и его стиль – это не попытка противоставить себя, а реакция на новую реальность. Внутри партии говорят, что Мерц сознательно выбирает прямую конфронтацию. Если видит, что вежливые, скажем так, методы больше не работают, он не играет в полутонов, и это его политический сигнал. В правительстве такой подход вызывает напряжение, но и уважение, потому что в условиях перегретой, скажем так, системы больше нельзя откладывать. По сути, мы наблюдаем смену политической модели от плавной навигации к четкому управлению. И все больше граждан, особенно в экономически активных регионах, делают ставку
именно на такой стиль. Но проблема оказалась глубже. Энергетика – это лишь вершина айсберга. Когда страна концентрирует все усилия на одной проблеме, другие начинают расти в тени. Так и случилось в Германии. Пока вся повестка была сосредоточена на климате и переходе на зеленую энергетику, тема миграции начала выходить из-под контроля. Система, которая строилась как открытая, не получила механизмов сдерживания. Пропускная способность, инструменты интеграции, адаптационные программы – все оставалось на уровне концепции. Когда же на фоне энергетического кризиса начался новый виток притока людей, слабые места всплыли мгновенно. Социальная инфраструктура оказалась перегружена, в школах нехватка учителей, в муниципалитетах кризис распределения жилья, медицинские службы на пределе. Политики пытались сдержать общественную дискуссию, но как только начали появляться отчеты местных администраций, стало ясно, проблема вышла за рамки дискуссий. На этом фоне многие аналитики увидели, как тесно связаны энергетика и миграционная политика. Обе требуют четкого контроля, а не только деклараций. И провал в одной области усиливает давление в другой. Сейчас звучат голоса. Германии нужно не просто скорректировать миграционные принципы, а пересобрать систему с нуля, с приоритетом на безопасность, прогнозируемость и возможность быстрой адаптации. И если это не сделать, следующая фаза кризиса будет уже не экономической, а социальной. И вот тут Мерц снова делает неожиданный ход. В ситуации, когда на страну давят сразу несколько кризисов, энергетика, бюджет, инфраструктура, Мерц делает решающую ставку на жесткий пересмотр подхода. Он не скрывает своей позиции. Поддержка – да, но только при соблюдении четких условий. Главное – это безопасность, прозрачность и экономическая вменяемость. Как сообщают источники, знакомые с внутренними обсуждениями в правящей коалиции, уже подготовлен первый пакет инициатив. Среди них это идея контролируемого входа. Каждый въезжающий должен пройти цифровую фильтрацию, создать верифицированный профиль и пройти обязательную интеграционную программу. Особое внимание к тем, кто получает пособие годами, но не участвует в образовательных или трудовых программах. Мерц настаивает, социальная помощь должна быть инструментом развития, а не системой автоматических дотаций. В Бундестаге обсуждение идет в острой форме, представители старой линии настаивают на ценностях, но на местах в школах, в поликлиниках и коммунальных службах отчетливо чувствуют перегруз. Все чаще звучит: без фильтра и лимита система не выдержит. На этом фоне растет общественная поддержка курса Мерца. Он не поднимает шум, не раздает лозунгов, а методично готовит законодательную базу. И как отмечают аналитики, именно такой подход становится все более востребованным в обществе, особенно среди тех, кто уже не верит в универсальные рецепты. А теперь главный вопрос. Обострение кризисов ставит страну перед неприятным, но необходимым выбором: идеология или работающая реальность. Слишком долго Германия была символом так называемого принципиального курса. Больше солнечных панелей, меньше границ, больше открытости. Но чем сложнее становится ситуация, тем громче звучит запрос на пересмотр не в теории, а именно в практике. Мерц предлагает не революцию, а перезагрузку. Он не рушит старое, нет, а заменяет неработающее. Эта линия вызывает раздражение у тех, кто годами строил прежнюю модель, но именно потому, что она находит отклик у тех, кто живет не по плану, а в реальности. Как пишут в экспертных обзорах, за последние годы Германия не получила политика, который говорил бы на языке действий. Мерц не о лозунгах, он формулирует повестку: новая энергетика, новая миграционная система, новая логика управления. И что особенно важно, он не пытается нравиться всем. Его курс на устойчивость, а не на аплодисменты. Он действует не ради обзора в прессе, а ради результатов в цифрах. На фоне международных вызовов, сбоев, логистики, давления на рынок труда и перегретого бюджета, Германия больше не может себе позволить политику, основанную только на принципах. Нужна политика, основанная на расчетах. И в этом главное отличие новой фазы. Страна больше не стремится быть, скажем так, витриной Европы. Она хочет быть домом, который держится на прочном фундаменте, даже если внешний фасад придется упростить. По мнению ряда аналитиков, это и есть сдвиг, который долго откладывался
И теперь он наконец начал происходить с раздражением в элитах, но с поддержкой на улицах. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.